Я пытаюсь почувствовать, как возникал замысел у Виллиса Орвидеса, как возникало предчувствие того, какие души хотят прийти с его помощью в этот мир через камни, деревья, через удивительные инсталляции, которые он создавал в своей усадьбе. Как был выращен этим органическим скульптором сад душ, сад религии, сад шаманской культуры, мирового язычества, мировых богов. Камни ждали века и тысячелетия того момента, когда Виллиус начнет процесс их освобождения. Nors 99 būtum taškai viskas taip, bet vienas taškas pagrindinis būtų atmestas, viskas nueitų niekais. Tai būtent Dievo, reiškia, priėjimas. Be Dievo mes nieko negalim. Jau buvo bandyta be Dievo kažką nuveikti, pastatyti rojų ir išgavosi pragaras. Šiandien matom, pasistato žmonės namus įsikūrė, bet jis nejaučiasi laimingas, jis vargšas ir pasižiūri į šeimą ir vaikai kitais keliais eina, nesuprasi ir jis yra vargšas, yra faktiškai. Литовский скульптор, каменотес Виллис Орвидес. Он родился в 1952 году и покинул эту землю в 1992 году. Прожил очень короткую, но невероятно плодотворную жизнь. Он, наверное, как и многие люди искусства 70-х, 80-х годов, увлекался восточными учениями. Он дружил с индийскими всевозможными йогами, с кришнаитами. Они приезжали к нему в усадьбу. Он был потомственный скульптор надгробий. Вот эта связь со смертью. Смерть была рядом. Люди обращались к семейству Орвидесов, его деду, отцу, когда умирали близкие. Надгробие – это то, что помогает нам помнить об умерших и облегчает связь с ними, благодаря чему умершие в большей степени могут жить в нас и через нас продолжаться. Поэтому исходный и очень важный ресурс у Виллиса Орвидеса – это связь с предками, с землей, с глубиной, со всеми умершими, через его профессию. Я в первый раз попал в это местечко, усадьбу Орвидесов, Салантей называется местечко, километров 30 от Паланги. В 96-м году мои литовские друзья туда привели, буквально приволокли, потому что я ничего о нем не знал. Но попавши туда, я обомлел, потому что я попал на землю, где ожили старые боги, где я увидел древние мифы, где я встретился с Буддой снова, с Христом, с Мохаммедом, с Лао Цзы. Сыну было 2 года, он бегал, он обнимал эти камни, ему все было очень интересно. С одной стороны, это было удивление, а с другой стороны, такое радостное какое-то узнавание, такое ощущение, что я дома, что здесь очень хорошо. И вот мы совсем недавно провели 3 дня на территории, там есть маленькая гостиница, и мы там жили прямо на территории. И вот ощущение вот такого дома, тишины, глубины покоя, вот это ощущение реальности и простоты жизни. Все великие религии оказались вот там, собранные в одном месте. Я был поражен. Я не понимал, как это возможно. Как он смог выйти на эти темы и столь глубоко открыться буддизму, индуизму, даосизму?
Почему столь много древних богов? Это же язычество. Неодобрительно во многих направлениях христианства. Откуда вот эти шаманские духи и фигуры в таком большом количестве? Я несколько раз, честно говоря, приезжал туда. В 96-м, в 2003-м, в 2016 году. И в 2022 году мы специально поехали для того, чтобы еще раз погрузиться в мир и найти то, что можем найти. Потому что для меня это великая тайна. Она до конца не разгадана. Я чувствую, что за этой внешней простотой, я бы даже сказал, за примитивным искусством, потому что с точки зрения такого высокого, глянцевого, совершенного, европейского искусства, умеющего работать с оттенками, с деталями, с бесконечными стилями. Это что-то такое архаичное, примитивное, что-то вот сродни 10-тысячелетним скульптурам, которые находят археологи, вот в этом стиле. Поскольку я часто езжу в Литву, жена моя литовка, конечно же, я очень многих спрашивал об Орвидесе. И некоторые встречались с Орвидесом. И сестра Вильюса Орвидеса Пальмира является владелицей и хранителем этой усадьбы. Она говорила, насколько важно было для Вильюса воять древних богов, насколько он с любовью относился ко всем людям и другим религиям. Он живо интересовался, читал все книги и материалы, которые только можно было в это время найти. Пробудившись с утра, он сразу принимался за работу. Он работал с утра до вечера, он не мог не работать. Ему нужно было, он ощущал колоссальную необходимость делать скульптуры, помогать ожить камням и деревьям. Он norėjo padaryti, ką pasakyti, žemėj rojų, kad visiems atėję čia būtų gera. Он хотел сделать рай на земле, что все, кто приходит, было хорошо. Это как корабль Ноя для спасения всех душ. Vienu žodžiu, ant lavo plačiai domėjos ir jisai žiūrėjo į priekį. Mes dabar tik tas pradedam suprasti, o jis jau buvo ir gyvena. Ir jis buvo ir... Он жил вперед, и то, что сейчас только мы начинаем понимать, он этим уже жил. Само место, сама усадьба, несомненно, место, где везде ощущается сила. Вот сила, например, этих многовековых деревьев, чей ствол, да, во много обхватов человеческих. Вот я подошел близко к тому дереву и виден его масштаб. Да? Это невероятные размеры. Совершенно особый мир, особый человек, создающий этот мир, сопряженный с ним, соединенный. И даже его отец, профессиональный скульптор, поддерживал, хотя не понимал его интересы, его устремления, но симпатизировал ему. А мама, которая его, несомненно, любила, но переживала, что он не вписывается в нормальную, такую правильную, естественную жизнь в современном мире, с современными реалиями, действительностью не вписывается. И алкоголики, и там приезжали, и он их всех принимал, чем мог, помог, чтобы избавиться от этого, и наркоманы, там... То есть он всем помогал, да? Дал работу, и, он был такой, вот, там, кто украл что-нибудь, и пусть там... То есть всем помогал, да? Помогал, и пользовались многие им, это мое мнение, так как я думаю, пользовались, но
другие Приходили, то есть остались. просто пожить приходили, да, за его Пожить, счет? там, избавиться там из плохих своих... он был такой, открытые двери. А почему вот вообще все эти отбросы общества, наркоманы, диссиденты, художники, как вы думаете, притягивались к нему, приходили? Что они там находили вот на хуторе? Такой, думаю, что такой последний уже шанс. Для меня некоторые вещи были просто расширения сознания требовали, потому что это было очень необычно, очень интересно. Открытие, когда девочка, городская девочка, общается вот с людьми, которые чисто деревенские, да, и я восхищалась, просто от них шло такое какое-то тепло и понятие мира. Да, это производило впечатление и на окружающих, но кто-то воспринимал его как маргинала, аутиста, деформированную личность, а на мой взгляд, это наоборот, это была очень цельная, очень состоятельная, состоявшаяся личность, производящая впечатление очень сильное, очень сильное. Причем в наших там разговорах, беседах там не было вот этого претензий на ясное интеллектуальное знание и так далее. Но интуитивно чувствовал, что в нем есть какая-то невероятная сила, такая завораживающая, вызывающая очень глубокое уважение. Когда все пространство входишь, да, вот даже не до всего пространства, да, уже начало пространства уже впечатляет своим объемом и своими, ну и качеством работы, да, вот тоже. Что явно человек в этом, ну, жил, как говорится, человек жил в этом. Dieve, pasigailėk pasaulio, kalinių, ligonių, pažemintų ir nuskriaustųjų, iš bado mirštančių, išgelbėk mus Viešpatie, iš intrigų nugalėk blogį gerumu. Mes taip trumpai gyvenam, o vieni kitų nemylime. Man labai liūdna paliko. Nori, kad aš išeičiau iš sodybos. Nori trupučiuką pabūti, kai ką įgyvendinti, kol atliksiu, kas man skirta. Po to išeisiu, kaip stovi. На своем надгробном кресте могилы семейства Орвидес Вильюс с обратной стороны нанес китайские иероглифы. Как это вообще понять? У него много даосских символов на камнях в усадьбе. Вот реальный мир Орвидеса. Вот что сделало его сад великим местом силы. Ведь это, по сути, портал
через которые проявились все духовные поиски человечества, все мировые религии, вся устремленность человечества к высшему развитию, абсолюту, шаманскому абсолюту, языческому абсолюту, миру высших богов, абсолюту мировых религий на всех человеческих путях. Просто прохаживаясь по усадьбе, мы объединяемся с этим миром. Сама усадьба в форме треугольника, размером всего в 16 гектар. Но там есть холмы, естественные водоемы, валуны. Это место достаточно популярно, по крайней мере, среди литовцев, потому что это своего рода музей древней литовской культуры. И Вилис Орвидас собирал камни, чтобы спасти их, потому что он в каждом камне чувствовал живую душу. И в этом проявляется его отношение к земле, которая кормит все человечество, и к камням, как сути земли, еще не раздробленной на песчинки. Если каждый камень содержит заключенный в его плоти дух, то здесь целое сомнище дух, целое собрание дух, которые закованы в единый монумент, поддерживающий конструкцию, созданную людьми. В таких камнях, наверное, духи служители человечества, духи-хранители, духи жилища. И я думаю, что чувствовал Вилис Орвидас, знакомясь с каждым новым камнем. Некоторые камни в усадьбе огромные, несколько метров в диаметре, весом десятки тонн. Только для того, чтобы выкорчевать их из земли и привезти в усадьбу, требовалась сложная, самая мощная, известная тогда техника. Самые большие самосвалы, самые большие краны. Это гигантская работа. И Вилюс делал ее. Что заставляло его искать, собирать, привозить эти камни к себе домой, в усадьбу? Потому что дома он давал им защиту. Дома он мог заботиться о них. Дома он предохранял их от разрушений. И только дома он мог почувствовать их душу и выразить ее. Возможно, страсть человечества к альпинизму, да, связана также вот с этим естественным желанием, да, приблизиться к камню, обхватить его, почувствовать жизненное единство. Да, потому что без такого слияния альпинизм невозможно. Несложно сейчас почувствовать душу этих камней. Они уже слишком рукотворны. И вот их новая клетка, выражающая их новую службу, их новое предназначение, скрывает от меня то, что было в них изначально. Но, возможно, Вилис Орвидас смог бы услышать их голоса. Он спасал камни,
Потому что, с ледниковым периодом туда, вот, как известно, много камней ледники приволокли. Но это мешает мелиорации, мешает земледелию. И поэтому эти камни в процессе мелиорации полей извлекали и раздрабливали. С точки зрения Орвидоса это убийство. Он видел, что камни живые. Камни, гигантские камни для Орвидоса – это скульптуры. То есть еще не раскрывшийся, еще не родившийся. Это яйцо будущей скульптуры, зародыш будущей скульптуры. И таково же ее было отношение к деревьям, особенно к большим, гигантским деревьям. Он собирал их со всей Литвы, со всей округи, не давал им быть уничтоженными, сожженными, порезанными, и привозил к себе, и находил всему свое место. И здесь фигура ангела почти источена временем, но глаза и улыбка сияют. Естественные структуры, поразительное единение булыжника, стволов деревьев, камней, гигантских валунов. Ir Vilius matė, kad tokius didžiausius, gražiausius, didžiausius jam širdis ir tėvukui ir visi gelbėjo akmenį. Ir tuo pačiu klausė Dievo, viešpatie, tai tie patys ir tos ąžuolos gelbėjo, vežė iš sodybų. То, что мы встречаем в усадьбе Орвидоса, отличается от сел, от музеев. Это такая архаика, глубина, древние боги, что-то такое невозделанное, много плесени, такой естественной, все полуразрушается. С другой стороны, там есть удивительная простота реальности. Я, например, со своим трансперсональным опытом всевозможного рода путешествий, странствий в расширенных состояниях, в древних культурах, я чувствую там врата к глубинам, к архетипическим глубинам человеческим, в мир других религий. Он открывает. Вот смотрите, это буддизм, это Будда, смотрите, это древние духи, еще до древних богов, языческие духи, духи зверей, духи деревьев, духи камней, духи источников. Вот в этих естественных водопадах, прудиках, которые на территории усадьбы, везде мы можем найти скульптуры. Вот этот симбиоз различных, даже не конфессий, а различных верований, это образ жизни, и это вот такой свой путь жизни. Метод, вот, мне кажется, творческий Орвидоса радикально отличается от такого технологичного метода, который олицетворяет Микеланджело, да, скульптор скульпторов. Микеланджело брал, как он говорил, мрамор и избавлялся от лишнего, удалял все лишнее. Вот так получалась скульптура Микеланджело. Орвидос, он освобождал душу ко мне от пут, которые сковывали и проявлял. И очень многие скульптуры, они с точки зрения вот современного искусства не завершены. Это вот какой-то только начальный этап, но душа была проявлена, и этого было достаточно. Камень уже оживал, он не умирал. Я назвал это место садом человеческих душ. Есть такое выражение в глубинной психологии «анима мунди» – душа мира. Мировая душа ожила благодаря Вилиусу Орвидосу, его жизни, его подвигу вот в этом месте. Раскрылась через сотни богов всех языческих традиций, всех, именно всех мировых религий. И это потрясает.
как он преодолел все свои ограничения, свойственные любому человеку. Отсутствие художественного образования, локального жизненного опыта все еще является загадкой для меня. Он стал человеком космического сознания в чем-то, оставаясь Вилюсом Орвидосом, литовцем, сохраняя очень живую связь с Землей, но он раскрылся космосу. Он для меня родоположен другому великому литовцу Čiurlionisу, художнику, который тоже вот вышел в космос, или русскому философу Николаю Федорову, отцу русского космизма, который в своей книге «Философия общего дела» выразил, обосновал великую идею воскрешения всех предков. Для того, чтобы спасти их, вот все люди, которые жили на Земле, нужно воскресить. Учениками, между прочим, Федорова был философ Владимир Соловьев, Николай Бердяев, Вернадский и Циолковский, который был учителем математики и настолько был вдохновлен своим учителем идеей воскрешения предков, что он посчитал все это и обнаружил, что Земля не прокормит столько миллиардов людей. И для того, чтобы найти выход из положения, он изобрел ракеты. То есть вся современная космонавтика началась вот от этой безумной идеи воскрешения всех предков. Но, конечно же, эта идея не буквальная. Воскрешение всех предков означает восстановить свою живую связь со всей историей человечества. А эта живая связь была нарушена при переходе, слишком быстрым и незавершенным, от язычества к мировым религиям. Естественное развитие человеческой души состоит в том, что каждый предшествующий уровень, вся прошлая история становится частью нового уровня. Она сохраняет живую связь, нового целого. Но при вот таком резком переходе, там много для этого причин, произошло негативное отношение к прошлому. Запрет, оно стало восприниматься как демоническое, наделяться бесовскими качествами. Это создало на самом деле основу для всех современных проблем и травм, с которыми мы до сих пор безуспешно боремся и на глобальном уровне, я имею в виду мировые войны и конфликты и войны между религиями, и невозможность, на внутреннем уровне, потому что любая проблема, я как практикующий психотерапевт знаю, любая проблема, с которыми работает психолог, коучер, она связана с тем, что мы дураки. Мы ограничены. Вот и все. И психотерапевт работает, он помогает немножко выйти из клетки. Вот там, где возможно, которая зажала человека, и поэтому возникают конфликты. И коучер то же самое. Это, по сути, проводник по различным тропинкам роста. Но проблема самоограниченности, ограниченного «я», ограниченной зоны самоидентичности возникла именно в силу того, что переход от язычества не состоялся до конца к мировым религиям. К язычеству негативное отношение, особенно в монотеистических религиях, то есть в иудаизме, в христианстве и в исламе. В буддизме, в даосизме и в индуизме другое, более мягкое отношение. А в тибетском буддизме вообще другое отношение, потому что тибетский буддизм – это единственная мировая религия, в котором живая связь и с язычеством, то есть вот боги тибетского буддизма и дамы, да, это то же самое, что языческие боги, и с шаманизмом. Когда Падмасамбхава был приглашен королем Тринсан Зампо в Тибет для того, чтобы проповедовать буддизм, он восстановил связь с древними хранителями, он их покорил, бон, это шаманская древняя традиция, и заставил служить буддизму и охранять буддизм. Поэтому тибетский буддизм – единственная мировая религия, в которой органичная живая связь и с язычеством, и с шаманизмом. Я думаю, что Вилюс очень глубоко чувствовал дух времени, который звал нас восстановить связь с историей, связь с природой, связь со всем человечеством, связь, которая была много раз разорвана, и непрерывность нашего развития нарушалась, создавались опасные зоны для падения, для разрыва. И это стало причиной нашей ограниченности, наших проблем.
И Вильюс, как редко кто из больших творцов, стал собирать человеческую жизнь, человеческую историю, стал выразителем всех этих голосов, всех этих разорванных путей, возвращая их к нам. По сути, любая религия – это крайность, и только все вместе мировые религии представляют целостный путь к высшей реализации. Удивительные существа из древних культур, проросшие сновидений. Он visus tikėjimus vienijo. Он объединял все религии. Вот он такой был. В чем для тебя исцеляющая миссия искусства или исцеляющая функция искусства? В принципе, я как человек, который всю жизнь занимается творчеством, оказывается, все, что я делала, это является арт-терапией. То есть, по сути, все творчество является исцеляющим. И терапией тоже. И терапией тоже, да. И только закончив образование арт-терапевта, я поняла, что весь этот набор у меня уже был. Просто сейчас он немножечко как-то упорядочился и вот обрел эту форму под названием профессия арт-терапевт. Вот давай тогда поговорим немножко вот об арт-терапии. А это ключ как раз к миру Орвидаса. Да. И к тому, почему он создал этот удивительный мир, в котором люди реально исцелялись. Туда приходили люди после тюрьмы, наркоманы. Через несколько недель они исцелялись. То есть прекращали пагубные привычки. Люди после травм приходили, и пожив, поработав, живя в этой атмосфере, они обретали покой, знания, ресурс и возвращались в большую жизнь. Я не представляю этот хутор без него. Вот эта материальная данность, тоже совершенно фантастическая, парадоксальная, впечатляющая, эффектная, как угодно. Но без него это неполноценное явление. Его присутствие и его жизнь вот в этом пространстве, она необходима. Отдельно это, это такой, только скорлупа такая. То есть он ключ. Он ключ, да, конечно, да. К своему миру, да? Да. Если возвращаться к вопросу да, почему, про арт-терапию, как работает арт-терапия? Для меня это возможность подключиться к своему бессознательному через, в обход ума. То есть через любой вид творчества мы напрямую подключаемся к бессознательному, где есть все ответы. И стоит только задать нужный вопрос в нужное время, и человек сам находит внутри себя этот ответ. То есть арт-терапия – это путь к бессознательному, да? Да. А почему вот нам нужно к бессознательному идти? Потому что там ответы на наши вопросы. Что Юнг нашел самое такое вот базовое в бессознательном? Какие образования, фигуры? Архетипы. Архетипы коллективного бессознательного. Вот это вот карты Таро, например, да, 4 перинатальные матрицы, планеты. Это все архетипы, с которыми человечество работает тысячи лет. Значит, архетипы имеют какое-то большое значение в нашей жизни. Потому что, по сути, архетипы – это своего рода ключевые ситуации жизни, которые повторялись бесчисленное количество раз из поколения в поколение. Рождение, смерть, свадьба, получение знаний, исцеление, да, целитель архетип. То есть вот ключевые важнейшие ситуации, они настолько важны, что мы, естественно, смотрим сквозь эти ситуации на жизнь. И в этом смысле вот сад человеческих душ Орвидаса – это мир архетипов, конечно. В этом мире ожили древние боги, прежде всего. Древние духи шаманского мира. Вот для того, чтобы, мне кажется, понять, почему работает арт-терапия, надо немножко вот взглянуть в историю человечества. Как известно, 50 тысяч лет назад началась практика шаманизма, да? И мы стали вместе с шаманами выходить в мир духов, вселенную духов, общаться с ними. И это продолжалось примерно 40 тысяч лет. То есть мы выходили из плена обычного восприятия, выходили во вселенную духов, расширенное восприятие, где душа с душой говорит. И, конечно, за 40 тысяч лет
Да, мы стали совершенными мастерами такого выхода, потому что наши нейросети, наш мозг, все изменялось для того, чтобы обеспечить наиболее совершенную связь с миром. Затем было примерно 10 тысяч лет язычества. Да, это вселенная высших существ богов, и в Древней Греции было около 1000 таких вот высших существ. И мы стали совершенными приемниками, которые в местах силы, в храмах с помощью ритуалов направляли энергию на связь с богами и получали их ресурсы для жизни. А потом, при переходе к мировым религиям, в частности к монотеистическим религиям, мы стали отождествляться и связываться только с одним Богом. Или с Троицей: Христос, Бог Отец и Святой Дух. Отождествляться, а все остальное стало неправильным, греховным и даже демоническим. И поэтому мы стали проецировать то, что мы переживаем, на других людей. Это не я хороший, я правильный, я следую пути Христа, а это он, это она ведьма. Мы стали сжигать ведьм, мы стали бороться с инакомыслящими, с неверными, с другими религиями. Вот так возникла современная глобальная проблема в силу незавершенности перехода от язычества к современному миру. Вот так мы стали ограниченными. И это породило и проблему безумия, и проблему творчества, и проблему ограниченности, и проблему инакомыслия, и задало вообще всю ситуацию, связанную с развитием, ростом, совершенствованием и так далее. И вот, по сути, величайшая задача, которая возникла в этой ситуации, это исправить эту ошибку, незавершенный переход, восстановить связь времен. И, по сути, вот 2000 лет, начиная с мировых религий, человечество пытается разными способами восстановить связь времен. В наше время это наиболее проявилось в наше время. До этого, конечно, это в антропософии, например, в теософии, в четвертом пути. А вот ближе к нашему времени это, конечно, рок-революция, гуру-революция, контркультура, трансперсональная психология. Вот это все каналы для проявления вот этого великого духа времени, зовущего воссоединить связь времен, проявить то, что мы видим, например, в феномене паломничества в Индию. Многие же русские любят Индию. Ведь Индия, по сути, заповедник языческой культуры. Да, там древние боги, и мы, путешествуя туда, соединяемся со своим собственным глубинным язычеством, богами, которые в нас, от которых мы отрезаны. И таким образом мы активизируем те самые архетипы. Конечно, активируем архетипы, получаем ресурсы, и решаются проблемы, возникают творческие проекты и так далее. И, с другой стороны, вот этот глобальный языческий ренессанс проявляется в мировой культуре. Например, фильмы студии Марвел, популярность Гарри Поттера и Властелина колец, языческие миры, да. То есть человечество пытается исцелиться. И вот в Литве Чурлёнис, а после него Орвидес уже в наше время как раз и был вот таким самым мощным, совершенным каналом этого великого духа времени, который зовет человечество проснуться, исцелиться, восстановить связь времен. Он стал отходить от канона скульптора, который изготавливает надгробия. У него стали получаться фигуры, несмотря на колоссальные препятствия со стороны родственников. Мать проклинала его за то, что он, не как все, не зарабатывает деньги поставленным делом, изготовлением надгробий. Делает какую-то фигню, к тому же не богоприятную, потому что у него были конфликты с ксензами, католическими священниками за то, что действительно изображает что-то непотребное, другие религии, другие святые. Так нельзя литовцу делать, так нельзя католику. А он делал это, делал. Это язычество. Да. Это язычество. И, но это с помощью Бога. Думаю, что там один только сидит там. Это все, о чем я говорю, что все молятся одному, но другие разными методами, жесткими, убивая друг друга. Это очень грустно, но я думаю, что все-таки там есть в центре один управляющий, от кого все зависит.
Горбачовas atvažiavo tuo kart, kada nebuvo начальником. Да. Plungės fabriką, odų direktorius mes bendravom. Ir tas direktorius, kaip atvažiavo užsienietis, reikia kažką pasirodyti, ką čia ta Lietuva turi. Ir atvažiavo. Čia mūsų draugas, čia Gorbačiovas. Jos paklausė, jūs ką tu nusižengė tai valstybei? Sako, tėvas buvo tikintis, sako, ir aš biškį pritikėjau. Tas nenusižengims ir davė dokumentą. O, ir likščiau va šitą, vaikštam po tą sodybą. У него были проблемы и глобальные, ну, например, когда Горбачев, тогда первый секретарь ЦК КПСС, там приехал в Литву, его привезли вот в местную экзотику, он походил, посмотрел и сказал, это как-то музей абсурда. И это приклеилось, а потом и аукнулось, потому что уже местная литовская ЦК КПСС проявила инициативу и послала самосвалы, 24 краза, на которых было все погружено и увезено в неизвестном направлении. Tiesą sako, mes nevešim, nes čia yra šventinta vieta. Был уже выпущен закон, что надо это все вывести, уничтожить. Те, которые приезжали, говорят, мы возить не будем, потому что это все освященное. Говорят, мы не будем это делать. Но если вы не будете, тогда мы вызовем военных и послали, как ни странно. Как не keista, Москва. Когда я узнал, что там местные власти пытаются этот хутор разрушить под какими-то такими формальными предлогами, я тогда вернулся в Москву и добрался до кого-то из аппаратчиков ЦК Компартии. Но вот этого звонка, этого разговора хватило для того, чтобы он ли или кто-то из его коллег или его патронов позвонил в местный райком или бог его знает куда, и все эти репрессии тут же прекратились, остановили. Мы оказались в этом удивительном саде. Саде человеческих душ. Саде мировой души, выращенном Виллисом Орвидсом. Некоторые изображения едва выступают. И для того, чтобы понять, кто здесь, нужно всмотреться, нужно почувствовать, нужно обойти со всех сторон. Мох, камень, остатки хвои, все срослось здесь в едином живом ансамбле. Это место покоя его души. Здесь всегда цветы, стоит свеча, цветут цветы, поют птицы. И он со своими друзьями, со своими душами в этом едином живом мире. Мире облаков, мире дюн, мире полей с камнями, мире неброской, но выразительной природы. В 80-е годы в Советском Союзе было такое мощное духовные поиски, такое духовное или трансперсональное подполье. Было много интереса к эзотерике, к тонким энергиям, другим религиям, самиздат. И он все изучал, читал, встречался, общался с кришнаитами. Но почему он этим интересовался? Я думаю, что он чувствовал зов, он откликался своими скульптурами. Он освобождал каждый камень от этих оболочек и проявлял душу камня.
Когда ходишь по пространству, удивительно. Это невероятный ландшафт, вот такой вот музей, потому что там не только отдельные фигуры или камни, а вот расположение камней, деревьев, естественного ландшафта, все необыкновенно органично. То есть он чувствовал природу очень хорошо. Очень хорошо, и вот взаимосвязь всего. Это настоящий садовник, потому что, ну, как известно, есть два главных пути. Путь садовника, который выращивает растения, деревья, плоды в соответствии с сезонами, фазами Луны, их взаимное положение друг с другом, поливает и так далее, вибрации, время суток. И есть путь технолога, когда ставится теплица, гидропоника, семена, свет включается в нужное время, и вот технология производства всего и на свете. Вот садовник – это органическое, женское, это выращивание, это чувствование взаимосвязи матери, всего да? со всем. А технология тоже важна, конечно, важна, но это другой путь, они взаимодополнительны. Получается, он все эти огромные булыжники таскал сам Нет, на были, себе? конечно, там и приспособления, там трактора, там самосвалы, там, потому что некоторые там несколько десятков тонн камни, я в такие видел. А где он их добывал? На полях местных, потому что там же ведь не так далеко ледниковый период был, и ледник принес много камней. В саду мы можем найти удивительных животных, аналогичных тем, которые мы можем видеть вот на древних пещерных рисунках древних людей, там 20, 30, 40 тысяч лет назад. Это уже сама мастерская Виллиуса. Тут большое количество незаконченных работ, удивительные проходы в различные пространства его мира. Везде лица, освобождаемые души. Везде камни, ждущие своего освобождения. Души, в которых еще не пробуждены или пока находятся в заточении материала. Это уже ожившее дерево. А вон там и Будда. Что-то древнее, языческое, египетское, литовское. Очень-очень древнее, архаичное. То, что можно было бы назвать мета-историей, мета-фольклором. И, конечно, католическое, христианское. Мы можем увидеть очень много статуй простых людей, крестьян. Что он хотел через это передать? Жизнь, реальность. Он сам ведь считал себя простым человеком. У него, послушайте, его речь, у него нет вообще никаких понтов. Такая нормальная человеческая речь. Он говорит о том очень скромно, что через меня он говорит, он советует мне, что делать. Он, Бог. Я следую ему каждый день. Он проводник, да, вот высшего. И мы можем аналогичные вещи у многих великих художников, да, что через них вот они порталы из объемного высшего мира, из реальности в этот человеческий, простой, ограниченный, обычный мир. И они пытаются вот показать через то, что они делают, и проявляют здесь, какова реальность. Tu esi Dievas, aš turinys. Tu esi gyvenimas, aš mirtingumas. Tu esi tiesa, aš klaidų versmė.
tu esi skaistumas. Aš visas dėmėtas. Tu valdai visą pasaulį. Aš net savęs nevaldau. Как ты это связываешь с трансперсональным миром? А трансперсональный мир – это тоже проявление вот этого духа времени, это тоже исследование путей в большую реальность, в становление, через то, что мы называем необычные, измененные состояния сознания, трансы. Ведь главным делом Грофа является изучение необычных состояний сознания. Он 65 лет изучает их, он крупнейший в мире эксперт. Он организовал недавно тренинг в мире, тренинг наследия Грофа, для того, чтобы передать все богатство знаний и всю ценность необычных состояний сознания в ключевых разделах нашей жизни. В бизнесе, в творчестве, в педагогике, в психотерапии, в исцелении, в медицине, в политике, везде. Это колоссальный ресурс, помогающий нам выходить из ограничений. И, по сути, сад человеческих душ – это воплощение вот этого мира, реальности, которая с другой точки зрения, да, музей абсурда. Или странные фигуры экзотические. Можно посмотреть на это и так. Оглядываясь туда вот на 40 с лишним лет назад, там, на 47, может быть, если в 75-м вы впервые встретили, что вот изумило вас, как вы думаете, сейчас? Что потрясло? Сначала это вот вид этого хутора, но не это главное, а гораздо больше сама личность этого мальчика. В общем, он был молодой человек. Ему было 25, наверное, в то время, да? Да, что-то в этом роде. Но это была такая потрясающая личность. Это производило сильное впечатление. Среди такого нормального моего окружения таких людей было много разных и экстравагантных, и ярких личностей, но таких не было. Хутор каменщиков-орвидосов расположен в 3 километрах от городка Салантай в Литве. На хуторе живут 3 человека. 80-летний Казис Орвидос, его жена и сын Виллис, которому немногим больше 30. За несколько лет Виллис с помощью отца превратил хутор в своеобразный экологический заповедник. Ну и вообще я там появлялся на этом хуторе, жил там иногда, и были еще времена такие, что это у меня был как бы такие резервные убежища. У меня такое было в Армении, в горах, и вот на этом хуторе в Литве. Потому что я знал, что если что-нибудь здесь будет происходить, и мне надо будет прятаться, то я там проживу, и меня никто не выдаст и не найдут. Были какие-то такие лазейки и пещеры, где можно было легко прятаться. Во всяком случае, я видел там одного человека, который жил у него без документов, какой-то беглый человек, он жил у него в дупле дерева. И никто, вот кроме Орвидосов и меня, никто про него не знал. Это действительно очень крупное явление, на мой взгляд, не уникальное. Подобные вещи есть там, в Латинской Америке, в Скандинавии. Очень редко, но этот хутор имеет свои аналоги. И, конечно, здесь так, мешанина католицизма, вот такого излишества католицистского, и язычество, и младший Орвидос знал и современную художественную культуру. Он был самоучкой, но, в общем, он знал, что такое поп-арт, и у меня какие-то книги брал, и он понимал, что, хотя он занимается совершенно чем-то
таким локальным, маргинальным и уникальным, но все равно какие-то связи с современным художественным пространством он находил. Там невероятный конгломерат был культур, я не знаю, от книг по буддийской культуре до Юнга или, ну, бог знает что. У него же жили павлины, осел, который ел сигареты, ему давали папиросы, такая была забава. Кошки, собаки, какие-то мыши, или, ну, в общем, какой-то животный мир там присутствовал все время. Там тоже были какие-то религиозные аллюзии. Это вот как Голгофа, так и хлев, в котором там родился младенец Иисус. Вот это все как-то негласно обыгрывалось, это присутствие. Когда люди приезжают, которые не знакомы с понятиями, архетипы, которые не знакомы с другими какими-то конфессиями и с трансперсональным миром тоже не знакомы, вот они приезжают туда, что с ними происходит, как они себя там чувствуют, как они находят исцеление? Тоже удивляются, замирают. Ощущение вот необычности. Я думаю, что люди все, как вот ездя в Индию, вроде бы там какому-нибудь гуру или в Кералу, или подлечиться, люди одновременно соприкасаются со своими собственными глубинами. И я думаю, что такое атмосферное, пространственное, глубинное воздействие этого сада стоит в том, что он помогает нам воссоединяться с нашими глубинами. Конечно, у нас, может быть, и не быть для этого слов. Нам не интересен буддизм, и вообще не интересно примитивное искусство. Мы просто проездом заехали, потому что вот в литовских путеводителях там это рекомендуется как одна из экзотик в этом месте. То есть человек подключается напрямую. Но происходит подключение, да, и это работает со всеми, абсолютно со всеми. И вот совсем в последний приезд я познакомился с художницей и актрисой Ингой Станкайтите. Она недавно делала перформанс, большой двухдневный перформанс в усадьбе Орвидасов, в этом саде человеческих душ. Этот перформанс заснят, и есть короткая версия фильма, как бы рождение человека вот в этом саду. Решение проблем, освобождение от тяжелых состояний. Своих актеров настраивала на место из этих лазеек, пещер, из алтарей, там появляются люди. Чувствительные актеры, они вот воспринимают энергию камней, статуй, местности и выражают это. Это удивительное тоже зрелище. Такого вида перформанс, он же тоже целительный. Конечно, тоже конечно, один конечно. из видов целительного искусства. Да, и, когда проживается в моменте, не постановочно. Они в моменте же создавали это. Ну, возможно, по какой-то схеме придуманной, да, но они же проживали это же не сыграешь. Хочется узнать у тебя, как ты считаешь, скульптуры Орвидаса являются ли визионерским искусством? Конечно. Потому что визионерское искусство, вообще визионеры кто такие? Это художники, у которых есть вот древний шаман пробужден. Они выходят во вселенную живую духов. То есть они освобождаются в своем творчестве из плена привычного восприятия.
затем выплескивает в скульптурах, картинах, других произведениях. Это могут быть музыкальный визионер, например. Да, вот все бурлит, струится, сияет эта музыка. Поэтому визионерское искусство – это не только живопись, конечно же, это намного более широкое. Визионерское кино, конечно. Если брать этот ряд, который начинается с Эрнста Фукса, основателя фантастического реализма, и к нему также причастен и Алекс Грей. Фукс дружил с Сальвадором Дали. Из этого корня вышел Роберто Веноза. То, что сотворил вот в этой усадьбе Виллис Орвидос, это проявление вот этого бесконечного духа, который соединяет нас со всем человечеством, со всей историей, преодолевает все границы и разделения. То есть это вот воплощенное в живой природе анима мунди, душа человека. Это и есть главное содержание визионерского искусства – показать живой бесконечный мир. Ну, ты знаешь, мое понимание искусства как высшей эволюционной практики, потому что это важнейший инструмент эволюции, который помогает нам стать реальными. То есть он ведет нас к реальности, в том числе и к той реальности, которая называется абсолютом в мировых религиях, но вообще всякой реальности. Искусство помогает нам выйти из пут ограниченного восприятия, приоткрывает поначалу вот эти порталы. Откуда он обладал этим видением? Как ты думаешь, где он черпал это? То есть... Несколько важных источников. Один, безусловно, связан с вот той особой формой христианства, которой он больше всего тяготел. Ведь за 3 года до смерти он принял обет монаха-францисканца. Франциск Азийский. Да, весь мир живой. Это уникальная традиция в католичестве. Она, я бы сказал, самая такая радостная, самая реальная, которая призывает к счастью. Он читал много про жизнь монахов и так далее, но когда пошел туда в монастырь, говорит... Не подтвердилось то, что он читал. Ему надо закончить все здесь, и он не мог там молиться и сидеть там. Нужно было дело свое делать, да? Свое дело делать. У него были друзья, монахи-францисканцы, и он принял обет монаха-францисканца. Есть документальные фильмы, где как раз вот это заснято его обращение. Это первое, радость жизни, все живое. Второе, конечно, это вот атмосфера в Литве, потому что это одна из стран, которая достаточно поздно приняла католичество, в XIV веке только. И поэтому языческие корни там чувствуются везде. Древние боги дышат. На горе Крестов, например, есть такое святое место в Литве, в музее камней, в музее Чурлёниса, в музее чертей. Гора ведьм. Тоже вот в Йоткранте, это вот как раз на Курской косе, недалеко от Ниды, есть целый заповедник героев, можно сказать, древних сказок. Чертей, леших, змеев, горынычей, всевозможного рода кикимор, баб-ягов и так далее. Вот все странные сказочные создания там в виде скульптур, в основном деревянных скульптур. И решили сделать гору ведьм. Где-то 79-80 год. Ну вот они, вороны. Такие желудевые, я бы сказал, вороны. Из желудей их клювы. И вот он, перекресток, 3 дороги. Прямая, налево и направо. 3 дороги, 4-я входит. Вот так. Куда идти? Ну, пойдем сюда сперва. На стеле написано «Создателем горы ведьм». А это вот в задумчивости кто-то
Не сделал выбор пока еще. А как вообще вот начался вот первый проект ваш «Гора ведьм»? Как вот это возникло? Как мысль, как вообще как пути были осуществления? Алдона же заведовала отделом. Вот. И Отделом они культуры обсуждали- или чего? Или... Да, она отделом работы с народными мастерами в Доме народного творчества. Вы на кассетам где-то вот? Нет, или нет, как? это все в Вильнюсе. Центр то есть был в центральный. Вильнюсе, да. Вот. И они обсуждали. И, по-моему, это Степас предложил, потому что все-таки коса это ближе к Жемайтии. А там очень много было такого, ну, как я говорю, тихо языческого. Вот. И были какие-то народные верования, ведьм, ритуалы, еще что-то. И они долго обсуждали, как это сделать, потому что это были советские времена. Разрешат, не разрешат. Потому что Алдона была ответственна за все это. Но она как-то умела договариваться с вышестоящими. Вот назвали это порталом. Я сейчас думаю, наверное, да, к тому исходному, что лежит в земле литовской, наверное, можно назвать так. Потому что литовские сказки, литовские мифы, сказания наполнены этим персонажем. И это все присутствует. Я думаю, это очень важно, как Тарковский в своем фильме «Андрей Рублев», помните, там есть известная сцена Ивана Купала. Молодой монах Андрей соприкасается с этим языческим миром Древней Руси, говорит, колдуют. И в фильме, а фильм снимался в начале 60-х годов, сотни голых юношей и девушек бегут в реку. Я представляю, какие препятствия нужно было Тарковскому преодолеть, чтобы это снять в Советском Союзе. А значит, он считал это чрезвычайно важным, потому что сила Андрея Рублева, его икон, состояла в том, что у него была живая связь с живой Русью, с языческой Русью, славянской Русью, древними богами. И через его христианских святых смотрели и эти лики, древние лики, поэтому они столь воодушевляли. И Тарковский сам это хорошо знал, эту силу связи с землей, историей, природой. Поэтому он считал необходимым это показать. Поэтому так целительно действует вот этот сад человеческих душ Вильнюса Орвидуса. Там живая связь со всем. Как происходит исцеление? Человек туда попадает с каким-то Да, запросом? просто мы становимся более реальными. То есть вот эти фигуры, скульптуры Орвидуса и атмосфера, ландшафт – это то, что помогает нам воссоединиться. Мы видим вот этого языческого зверя, мы видим этого Будду. Я католик литовский, но я вижу Будду. Я вижу индийскую скульптуру, я вижу египетскую скульптуру, я вижу даосский символ. Это входит в мое восприятие, это входит в меня. Хочу я этого или не хочу, если я здесь, в присутствии этого, значит, я становлюсь и этим тоже. А значит, я преодолеваю вот эти ограничения, которые есть. У каждого упертого христианина, католика, буддиста, шамана мы выходим из своих клеток в этом мире. Ключ к тому, чтобы выйти, это набор непривычных образов, да, для Не просто непривычных, а тех, которые реальны, которые проявляют историю человечества, его пути, его искания, всю историю, все пути. И атмосфера, она стоит еще и в том, что скульптуры, они очень органичны. С одной стороны, не примитивны, с другой стороны, очень природные. Там живой камень, живое дерево чувствуется. И связь скульптур с землей. Они неотрывны. Камни неотрывны от земли в скульптурах. То есть, получается, это продолжение атмосфера, образы, связь с природой напрямую. То есть, Да. и это все в комплексе. Я назвал это садом, потому что скульптуры как бы выросли сами из земли. В этом его метод органический. Можно сказать, что благодаря этому мы соединяемся со своим собственным садом, который есть в каждом из нас, и оживаем.
ты часто говоришь о том, что он помогает нам стать реальным. То есть его образы, этот сад помогает человеку почувствовать себя реальным. Да? Что такое реальный и нереальный? Вот где эта грань? Что это для тебя? И почему ты такое значение придаешь этому слову «стать реальным»? Потому что это направление эволюции всего в этой Вселенной, становление реальным. Это проявляется через людей, что люди стремятся стать на многих путях все более и более и более реальными. Почему мы задаем вопросы? Мы хотим узнать, как оно есть на самом деле. И мы это узнаем на пути духовных практик религии, духовной реальности, абсолют. Мы это узнаем на пути объективного знания, наука. Да, это исследование реальности. Мы на пути практического знания всевозможной технологии, на пути искусства. Это же другая реальность, которая тоже ни духовными практиками не познается. Невозможно алгеброй исследовать красоту и гармонию. Невозможно. Это становится и помогает другим людям становиться более реальными. Поэтому искусство, духовность, наука, технологии – это все инструменты эволюции. Простой факт нашего почемучества, вопрошания, как раз и говорит о том, что у нас есть общая миссия, общая судьба, общий смысл стать реальными. Я считаю, искусство – это высшие эволюционные инструменты, высшая эволюционная практика. Ну и терапия, конечно. Орвидос – одно из явлений самоценных, ярких, очень впечатляющих и воодушевляющим, и заражающим своей состоятельностью, несомненно. Но подражать, конечно, это не пример художественный. То есть стиль вокруг этого построить бессмысленно, невозможно и бессмысленно. Проникнуться сочувствием к этому явлению, это, я думаю, что это важно и ценно. Пример вот такой состоятельности, созидательной деятельности человека. Пример мощный, яркий. Хорошо бы он сохранился и как-то адекватно транслировался. Потому что если это превратят в туристический энтертейнмент, такое развлечение, то будет жалко. А как это сохранить, это трудно. Вообще объекты такого порядка, такого характера очень трудно сохранять и преподносить публике. Я думаю, что жизнь Вильюса Орвидоса – это, конечно, героическая жизнь. Несмотря на, на внешнюю такую простоту и какое-то отсутствие вот таких вот, каких-то грандиозных эффектов, спецэффектов там, его открытия проявлялись, как растет растение. Так вырастал его сад человеческих душ. В каждом из нас, Лу, я считаю, в каждом из нас древние боги. В тебе я вижу в том числе и древних богинь. В каждом из нас духи. Каждый из нас носит в себе древнего шамана. Миндел, вот один из великих первооткрывателей современной психологии, говорит, что в каждом человеке есть древний шаман, который пробуждается в невозможных сложных ситуациях для того, чтобы помочь нам найти ответы. Мы все шаманим, потому что мы не можем зачеркнуть это. Мы все в каком-то смысле язычники, потому что мы развиваемся, ориентируясь на своих богов, на великих людей. Да, и поэтому вот так называемые древние шаманские практики, они живы в нашей жизни. То есть в нашем отношении с элементами, с водой, с огнем. Этот мир создан огнем, огнем солнца прежде всего, потому что солнце – источник энергии вообще всей жизни здесь. По сути, вся жизнь от энергии солнца движется. В истории человека это изначальная энергия. Например, в твоей жизни ты же огненная женщина, огонь играет какую-то роль? Безусловно. Я первый раз соединилась с этой энергией на берегу океана ночью при луне. Я увидела, как мой друг взаимодействует с огнем. И мне захотелось это прожить. Но был океан и была луна еще. Был да? океан, Да. энергия воды важно. рядом была, потому что я очень водная. Но я увидела огонь, и прямо вот на кромке с океаном я взяла в руки огонь
И я начала его вращать вокруг себя. Вода, земля, огонь и воздух. Это родило такие внутренние переживания, вот этот звук огня, вращающегося вокруг меня. Мне кажется, я в тот момент испытала такой невероятный транс, как вот никогда не испытывала. Соединились вот эти пятый элемент, который, да, он так пришел в мою жизнь, и как будто, может быть, даже с этого все и началось. Моя какая-то распаковка, я как будто проснулась. Правда, я сейчас говорю в моменте и понимаю, что это, возможно, тогда и начался мой путь. Вообще, путь осознавания себя. Это был Индийский океан, да, и это была Луна, и у меня с Луной очень много связано, с водой много связано, и вот тогда пришел огонь в мою жизнь, и он как будто бы был пятым элементом для того, чтобы начать путешествие. Каждый раз, когда я вхожу в взаимодействие, в танец, я ухожу в очень глубокое состояние транса. То есть я соединяюсь с ним, и для меня это такая пиковая точка медитации. То есть кто-то садится в медитацию, чтобы просто быть в моменте, а для меня вот эта энергия огня и танца – это самая лучшая медитация. Потому что я и в моменте, и в движении, я и тело чувствую, и огонь чувствую. Потому что если не находиться в концентрации, то можно себе заехать огненным шаром по голове. Такое бывало, когда отвлекаешься и теряешь момент. Поэтому это постоянное пребывание в моменте. Вот для меня это, наверное, один из лучших видов медитации. Никогда не видел дерева снизу, из-под корней. Тут такой же мощный ствол, такая же мощная структура. Чувствуется страсть Орвидеса к поиску корней, глубины, основ. От того, откуда все. Тоже удивительная композиция из камней и морских канатов, которые за долгие годы покрылись тем же мхом, которым устлана кора березы, оплетаемой канатом, и камни по соседству, лежащие на земле. Все, сделанное человеком, возвращается обратно в мир природы, в конечном счете в мир камня и земли. Он никогда не переставал быть христианином. Он просто открывал совсем другим путям к абсолюту. Вот в этом его уникальность. Он не сошел с христианского пути. Его не понимали. Потому что, согласно ксензам, католическим священникам, да, это грех, это ересь. Нужно быть как все. Нужно относиться негативно ко всему греховному, а он это приютил, он это выращивал. В нем чувствовалось что-то такое неправильное, шаманское, стихийное, неуправляемое, значит опасное, неконтролируемое. И в то же время его очень любили люди искусства, художники, психологи и люди, которым нужен был покой и нужно было исцеление. Каждым днем он что-то делал. В день смерти, да, он передвигал большой камень с помощью одного своего помощника и вот надорвался очень большой, и через некоторое время умер. Но он трудился до последнего момента. Он каждый день что-то создавал, делал маленький шаг. Возник сад. Вот как растение, как ребенок, как человек меняется день ото дня, незаметно вроде бы. Так выращивал свой сад и свое дело Вильюс Орвидес. Без внешних больших спецэффектов. Почти незаметно. Но мы видим результат даже сейчас. Aš bandau tik namaišyti, kad svarbiausias man tokius namaišyti, ko jis iš manęs nori. Bet labai tas sudėtingas ir tas tiesiog numarinti tom scenoje, kad nebūtum savimeilis, nebūtum egoizmą, vidinis savęs. Čia tie žodžiai, ką aš pasakyti, ir labai bejėgiai ir čia tokia pasąmonė kažkas veikia. Мы знаем, что это одна из важнейших характеристик героической жизни, путешествия героя. Вот этот зов, он есть всегда. Герой, в отличие от других людей,
слышит зов и следует ему. Виллис в жизни был очень простым человеком. Абсолютно без каких бы то ни было понтов. Очень помогающим, очень сердечным. Вот это тоже чрезвычайно важно. Вот я много лет исследовал древние практики заботы о душе, которые я называю изначальной психотерапией. И вот одна из фундаментальных практик, базовая, это шаманизм, шаманские практики, это контакт с духом, это живая вселенная. И в нашей современной жизни это проявляется как мультфильмы. В мультиках «Душа с душой» говорит, ребенок до 3 лет живет в шаманском мире, каждый ребенок. И поэтому мультик – это язык, на котором он, естественно, общается со всеми. Это языческая терапия, то есть это великие люди, конечно, прежде всего, которые ориентируют нас, добившиеся успеха, боги в нашей жизни. Другая форма изначальной психотерапии – это героизм. То есть это контакт с силой, которая движет все и помогает нам выходить из нашего знакомого мира в большой мир. Это энергия жизни, энергия огня, это героизм. 4-й вид изначальной психотерапии, древней практики заботы о душе – это благо, это состояние хорошо, добра, приятия. И только человек, который в контакте с источником блага, с вот этой изначальной природой всего, с бесконечностью, с духом, через него это излучается, сияет и помогает другим людям. Вот Виллис Орвидес был вот таким изначальным человеком, терапевтом. То есть в нем сразу работал древний шаман, древний язычник, герой, человек добра. То есть 4 фундаментальные основы вообще любой психотерапии в нем проявлялись. Именно поэтому и его искусство, и его сад, и пространство, и люди, которые приходили, насыщались, становились проводниками этого духа. И исцеляли, и возрождались, и творили, и решали проблемы. Добро пожаловать в реальный мир через сад человеческих душ.